у меня перестали показываться обороты. В машине на момент разгона стояла вот эта вот приблуда. Ни один из вот этих девайсов не работает с моим айфоном. Взять лучшие приложения и из них сделать свое приложение. У меня не работает, у меня не заводится машина. Это лучше от меня, у меня вытек бензин. Мой двигатель превратился в тряпки. Меняй машину. Итак, произошло то, что произошло, то, чего я боялся и о чем вы предупреждали меня давно. На Audi резко загорелась лампочка Check Engine и лампочка EPC. Потерялась мощность, и в момент, когда я радостно нажал педаль газа, доехал до 100 км в час за 5 секунд, резко упала мощность и сильно запахло бензином. Со мной такой первый раз, особенно с этой Audi. Я остановился, нашел место остановиться, заглушил двигатель, посмотрел в интернете, в Ютубе, что делать. Советов быстрых мне не нашлось. Я грешу на то, что все-таки плохой бензин где-то я залил. Об этом пишут в интернете и рассказывают. И вот еду сейчас в режиме овощ 80 км в час по скоростной до ближайшей хорошей заправки. Это плохие новости. Хорошие новости. В машине на момент разгона стояла вот эта вот приблуда под названием OBD2 версии 2.1, которую ставить не надо и которая работала только на телефоне Android. У меня есть телефон Android Xiaomi, и в нем есть небольшой минус. Он на китайском языке. Я владею китайским языком, но не настолько хорошо, чтобы что-то там понять, ибо я не понимаю, о чем речь даже на русском языке. Поэтому мы сейчас едем на заправку, а потом в офис, где меня ждут вот такие вот уже OBD2, но уже версия 1.5 от 4 производителей. И я надеюсь, что они помогут мне решить, что делать с Audi и, возможно, устранить ошибки. Ребята, дело худо. Пришлось выключить кондиционер, потому что бензином снова стало вонять бензином. Мне остановиться негде, потому что мы на скоростной. И меня уже эта ситуация начинает напрягать. Я снизил скорость, еду 50 км в час. Дождь. Мерзость. Да, еще один момент, вообще неприятный, жуткий, прям мерзопакостный. У меня перестали показываться обороты. То есть спидометр работает, а тахометр не работает. Распаковка состоялась, и передо мной 6 образцов, которые я заказал в Китае у каких-то производителей. Непроверенных, непонятных, я там не был, и у меня возможности поехать туда нет. Вот эти вот устройства OBD с вот таким вот разъемом появились в середине 90-х годов. Началось все это с Америки, с Калифорнии, и потом вся Америка, Европа и так далее. Зачем это устройство нужно? Сервисный центр с помощью этого устройства может соединиться с компьютером автомобиля и получить полную информацию, которая есть на компьютере автомобиля. Исправлять ошибки, что-то менять, программировать и так далее. Буквально года 4, может быть 5 назад появились мобильные устройства, которые позволяют с помощью Bluetooth соединить ваш телефон или планшет с компьютером, бортовым компьютером автомобиля и произвести те же действия, которые производят специалисты на фирменных сервисных центрах. В чем сложность? Сложность в том, что изначально эта технология, эти устройства, они продавались только сервис-центрам, и СТО, соответственно, стоили дорого.
Дальше появился стандарт, вот здесь написано ELM 327, внедрила его канадская компания под названием ELM Electronics. И все стало быстрее, лучше и круче. Компания допустила ошибку, разместила производство в Китае. Китайцы скопировали их плату, взяли их софт и радостно начали продавать, но уже дешевле. Что мы имеем на сегодня? Это вот такие вот устройства и примерно 20 приложений для Android и 20 приложений для iOS. Я хочу найти лучшего производителя железа и взять лучшие приложения и из них сделать свое приложение, в котором будете общаться вы. С одной стороны автовладельцы, с другой стороны эксперты. Автовладельцы рассказывают о своих проблемах, эксперты рассказывают о том, как эти проблемы устранить. Я уже протестировал 2 таких устройства. Оба соединялись по Bluetooth только с устройствами Android, и в приложении Torque не показывали, вели себя плохо и не показывали большую часть функций. Я сконцентрируюсь на iOS и на 18 или 19 приложениях, часть из них платные, часть из них бесплатные, и протестирую вот эти 6 устройств, как они взаимодействуют с iOS. У меня не работает, не заводится машина. Это лужа от меня, у меня вытек бензин. Ну что, нужно звонить Олегу. Здесь очень сильный запах бензина, прям очень сильный. Короче, вот оттуда фигачил бензин. Ну что ж, ребят, ни одно из этих раз, 2, 3, 4, 5, 6 устройств мне не получилось подсоединить к айфону. Bluetooth не распознал ни одно из этих устройств. Так как я спешу, нервничаю и парюсь дико по поводу того, что делать со своей машиной, уже вызвал эвакуатор, он, я думаю, сейчас приедет. Могу вам сказать, что вот пока вот эти устройства точно не для экстренных ситуаций, и эти устройства пока не готовы к тому, чтобы их использовать в режиме здесь, сейчас, срочно и давайте что-нибудь делать. Это неправильно. Должно работать как часики. Короче, эвакуатор мне стоил 1100 гонконгских долларов, потому что это эвакуатор на полноприводный автомобиль. Это первое. А второе, он заедет на 4-й этаж к Реймонду. Как он это сделает, я не представляю. То есть я туда на Audi заезжал, напрягаясь. Как он проедет, вообще непонятно, тем более с такой колеей широченной. Ну, Audi увезли. Непонятно, что с ней будет. Зато сейчас за мной приедет Олег. Let's go find a gas station first. I didn't even know this car had no gas. Знаешь, что Юра сказал? No. Из Питера, который? No. Про Audi. What? Больше так не ездить. How? Ну, если, говорит, в салоне пахнет бензином, то лучше не надо ехать. Меняй машину. Почему все говорят ее менять, Олег? Ты говоришь менять. Юра говорит менять. Все говорят, ты говоришь когда Audi есть вот так вот проблемы, надо менять. Потому что, может, раньше Реймонд всегда на ней ездил, да? И потом ее поставил на не знаю сколько.
и потом опять на ней всегда ездить, у нее много проблем будет. Это все Golf, Volkswagen, Audi есть вот эти проблемы. Yesterday we go drifting. С кем? Я, Тим, Люк, Айвен, мои друзья. Мы просто в машине сидели и смотрели. И там была одна M2 competition, и он просто в ней машину ломал. Почти врезался 3 раза. Очень смешно было. И мой друг S15 ездил, дрифтил. Много машин было? Да. Нам сейчас на парковку, вот она, на заправку, вот она. ESO? No, ESO, no. Почему? Fuck ESO. Почему? Very bad gas. Что? Yeah, Я very только bad на gas. ESO заправлялся. No. ESO, the gas is very dirty. Очень-очень грязно. А это может из-за этого у меня может проблемы с машиной, кстати. Может быть, да. Итак, в субботу моя машина отправилась на эвакуаторе прямиком в гараж Реймонду. Реймонд за воскресенье-понедельник пообещал выяснить, что с моим прекрасным автомобилем, откуда текло топливо и что делать дальше. Ну что, пойдем посмотрим, что там у нас происходит. Hello. Мой двигатель превратился в тряпки. Не очень хороший знак, но как бы... Hi. Hello. I have only one question. Is it very bad or it's fine? Just the injector, just one injector is broken. This one. One injector is broken. Yes, one is here. You can see some fuel inside the injector part. You see? Yeah, The green one. yeah. Yes, this injector is broken, so the fuel leaks from here. Okay. So you need to change this injector, and also this part there is a orange O-ring. You see the orange O-ring. Yeah. Because of the fuel, the O-ring is bigger than original. So Okay. we need to change this part too. Okay. So just one injector and one part change and fix. Do you know what is lambda zone? Before catalysator, before CAT, there is oxygen. Oh no, the oxygen sensor. Oxygen sensor and after it's another oxygen Yes, sensor. Yes. So the sensors calculate what is the temperature before CAT and after CAT. The sensor have not a real temperature calculator. This is not a sensor of temperature. It is a sensor of lambda. How How can it calculate of the temperature? It's just the sensor have a heater circuit. That sensor is broken. Yes, the heater circuit is broken. I see of your fault code. Can you change it? Not easy to change. Um, Very difficult to change. I know. You need to put down the engine to change the oxygen sensor. Who can do that? I can do that, but really expensive. How much? Maybe I need to reply you later. I need to take a look of the menu. How many things I need to do to put down the engine. I want to change injectors. I still recommend you to change all. I know it's expensive, but you do it one time and no next time. Okay. You can think about it. Okay, what I need from you, two things. One, labor, how much you will charge me. Second thing, how much you will charge for parts.
or what parts do you need? You know, I found this too. Where? 7,000. Oh, cheap. Beautiful condition. Great. Second hand. Great. In Moscow. RS6, right? RS6. For RS6, any year and air condition, what they do, they take off like scrapyards in Europe. And what I want to do is to get the quote from them and get the quote from guys who are in Russia, because today the cheapest price for German cars in the world is in Russia. You know why? I don't know why. Because $1 was 60 ruble, and now it became 80. So, but the dealer, they keep the price in ruble, but because US dollar became more expensive, so everything, all prices are going down. So I want to rebuild this car and drive it, or if it will be crazy powerful, sell it. I don't know. Ну что ж, ребятки, вот это стоило мне 4000 гонконгских долларов. Просто снимаем крышку двигателя. Дальше у нас есть следующий план работ. Первое, что точно нужно сделать, это заменить все инжектора. В Гонконге они стоят 2200 гонконгских долларов за один. Мне их нужно заменить 7. Соответственно, математика как бы неутешительная. Что я думаю, найти те же детали в России, Польше или Литве, новые, и поставить их сюда же. Задача номер 2 – это поменять сенсоры лямбда-зонда. Чтобы это сделать, нужно взять и вытащить двигатель. Реймонд рекомендует заменить все 4 сенсора. Помимо этого, когда двигатель достанется из автомобиля, можно будет тщательно его осмотреть и посмотреть, что там вообще в принципе происходит, откуда течет или не течет масло, и как бы это дополнительная инспекция. Вся вот эта затея выльется мне в серьезную копеечку. Бюджета полного я пока не знаю, но деваться мне некуда, и ремонт двигателя будет выполнен. Ребят, напишите свои советы, пожалуйста, в комментариях. Понимаю, что я вас не слушаю, и понимаю, что многие из вас говорили: не бери эту тачку, продавай, пока она ездит и так далее, но что сделано, уже сделано, поэтому двигаемся дальше. Есть альтернативный вариант. Если стоимость вытаскивания двигателя, замены лямбда-зонда будет заоблачной, то я предпочту поменять один инжектор, который вот сейчас потек и разбрызгал топливо, и продать этот автомобиль. Нужны цифры, и тогда я приму решение. Я собрал вот эти 10 устройств, которые предназначены для того, чтобы втыкнуть их в ОБД2 отверстие, разъем нашего автомобиля, моего автомобиля, и с помощью телефона понять, что происходит с автомобилем в данную секунду, и делать какие-то замеры, в том числе делать замеры от 0 до сотни. В общем, по идее, это очень классная штука. По факту же, что оказалось? Что ни один из вот этих девайсов не работает с моим айфоном. На Android-устройстве есть самое лучшее приложение для тестов ОБД2, называется Torque. В нем все описано, в нем хороший форум, но у меня такое ощущение, что уже несколько лет это приложение перестали вести, и оно, мягко говоря, не user-friendly. Поэтому я нашел самое лучшее устройство, сейчас я его распакую, которое стоило 100 американских долларов. Это больше, чем все вот эти штуки. Это больше, чем все платные и бесплатные приложения, которые я купил для айфона. Но у этого устройства есть один плюс. 5 миллионов подтвержденных продаж на сайте amazon.com. Я долго ждал этого устройства и, к сожалению, не успел его получить вот до того момента, как у меня сломалась моя Audi.
Поэтому я буду его тестить не на Audi, а на прекрасном японском автомобиле. Чувствуется, что ручка сделана удобно. Те, кто пользовался вот такими устройствами, знают, что пальцы соскальзывают, и вытащить его иногда сложно. Единственный минус, который меня может ждать, это то, что производитель гарантирует стабильную, хорошую работу с устройствами, вернее, с автомобилями, ВИН-код которых предназначен для американского рынка, соответственно, который значится в американской базе данных ВИН-кодов. Ребят, изначально, когда я попробовал подключить одно из этих устройств, кривое, непонятно работающее, глючащее, я понял, что вот эти штуки должны поменять нашу жизнь кардинально. Вот маленькая штучка, которая связывается с телефоном и дает доступ к моему автомобилю, ко всем параметрам моего автомобиля, механику, сервис-центру и так далее, в моем миропонимании должна была изменить весь мир. Но по мере углубления в мелочи я понял, что, наверное, это не совсем так. А если это и так, то это изменение потребует значительных финансовых и временных затрат. Поэтому вопрос к вам. Что вы думаете про продажу вот таких вот штук по цене 4, может быть, 5 американских долларов за штуку, но минимальным количеством 100 штук? То есть это продажа не конкретно вам, да, а это продажа либо энтузиастам, которые смогут обслуживать эти устройства, потому что на самом деле это не просто в них разбираться, и нужно потратить время, чтобы подключить автомобиль и настроить работу с телефоном или планшетом. Или это предложение может быть интересно сервисным центрам, СТО, не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу, и вы готовы купить 100 таких штук за 500 американских долларов с доставкой вам на дом или на работу? Я обязательно протестирую этот девайс и расскажу, как он работает, настолько ли он круче, чем все остальные. Надеюсь, что эта штука поможет мне, чайнику, лучше разбираться и лучше понимать, что происходит с моим автомобилем. На этом все. С вами был Урбан. Пока.